Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал саморазвития «Красная таблетка». И сегодня я хочу поговорить о программировании нашего сознания, о программировании вообще человека на какие-либо достижения или наоборот самоуничтожение. В этом видео я расскажу, как правильно запрограммировать свой мозг, как работать с нашим тем самым бессознательным. 85-95% нашего бессознательного просто дрейфует. И нам необходимо это использовать, чтобы автоматически наше тело, наш аватар начал двигаться, действовать, решать и видеть то, что до этого не делал и не видел. Канал саморазвития «Красная таблетка». Я каждый день изучаю тему моего развития, расширения, получения того, что я желаю. Я наблюдаю за собой, и я понимаю то, что не каждый раз я принимаю решения, которые кажутся рациональными. Я не анализирую, я могу потом рефлексировать, но в первую очередь мое действие, оно откуда-то выходит. И потом я начинаю искать причины, почему я это сделал. И вот тут как раз приходит тема матрицы. Во многих своих видео я говорю об этом. Детство, уверенность в себе, это не твоя заслуга. Почему я делаю то, что для меня, возможно, сложнее или ненужным, или почему я трачу время, или почему я чувствую себя именно так. В детстве мы получаем большое количество опыта, которое принимаем за наше. И всегда выбираем то, что опирается на наш предыдущий опыт, позитивный или негативный. Эти моменты, они построены на нашей программе, которая установлена в нашем бессознательном, которая говорит нам: это хорошо, это нужно делать, это для тебя быстрее, это для тебя легче. Но не всегда это на самом деле является таковым. Я нашел одного интересного ученого, который говорит о том, что наш мозг находится в различных волнах, то есть в различных состояниях в течение дня и в определенном возрасте. В детстве от 2 до 7 лет мозг ребенка находится в тета-состоянии, в тета-волне. Это некое гипнотическое состояние. Эти состояния мы испытываем перед сном, когда мы находимся уже в более спокойном, полудремном состоянии, или после пробуждения, тогда, когда мы все залипаем в телефон. И эти два периода времени нам необходимо очень-очень мощно использовать. Я думаю, все встречали такую ситуацию, когда на фоне играет какая-то музыка очень долгое время, и потом в какой-то момент вы можете бессознательно просто там готовить что-нибудь, там заниматься спортом, гулять, работать, и в какой-то момент у тебя начинает играть какой-то мотив этой песни, какие-то слова вспоминаются, хотя, может быть, ты уже очень давно ее не слышал, но вот как-то они у тебя раз и воспроизводятся. Тогда, когда ты слышишь определенные слова постоянно, это начинает вшиваться тебе в мозг. Я говорил в своих видосах, что мы ретранслируем то, что мы видели до этого. И так сильно важно наше окружение, так сильно важно, что нам говорят, что мы видим, какие видосы мы смотрим, на кого мы подписаны. Это все очень сильно, глубоко впитывается в мозг. Есть еще одна очень интересная женщина, по-моему, фамилия Черниговская. Она говорит о том, что мозг на самом деле не фильтрует информацию, он впитывает это все как губка, всегда, в любой момент, 24/7. Даже если ты спишь, ты это будешь бессознательно впитывать. И потом каким-то образом начинает связывать это с твоим предыдущим опытом. И постепенно это влияет на твои действия каждый день. Поэтому очень сильно важно фильтровать всю информацию, которая заходит нам в мозг. Это манипулирует нашей жизнью, нашими достижениями, это манипулирует выбором партнеров, выбором работы, страны, выбором квартиры, да всего чего угодно, одежды, даже прически. Так вот, этот ученый, он говорит о том, что от 2 до 7 лет ребенок очень многое время находится в тета-волнах. Они очень сильно глубоко дают возможность мозгу впитывать всю информацию, поэтому дети так быстро обучаются. И любая информация, которая к ним заходит, они ее мощно ретранслируют. Тогда, когда ребенок может говорить с определенной тональностью, слово в слово, не подходящий к теме, к ситуации, он может проговорить полностью фразу с интонацией, с эмоцией, ту, которую проявлял и говорил раньше родитель его. В процессе исследования своего мышления, своего поведения, своего выбора, анализа, почему я это сделал, а также работая на консультациях с клиентами, я выявил, что когда действительно мы находимся в спокойном состоянии, ты как будто бы открываешься. Ты как будто бы доверие какое-то проявляешь к тому, что с тобой происходит, какое-то облегчение, то есть у тебя спадает некое ограничение перед тобой, стена растворяется, и в этот момент как будто бы ты впитываешь это как
губка, то есть тебя это проходит намного глубже. Я хочу в ближайшее время записать аффирмацию, мотивационное видео, которое будет на спокойном режиме работать и влиять в момент дремы человека, или когда он будет просыпаться, пробуждаться, то есть в момент пробуждения может слушать эту мотивационную речь. Тогда, когда ты будешь это делать 15-30 дней, это потрясающе начнет менять твое поведение. В своих исследованиях я заметил, что когда я занимаюсь спортом, ты тоже улетаешь в какое-то медитативное гипносостояние, когда у тебя по факту память как таковая не работает. То есть ты можешь делать какие-то повторения и постоянно забываешь, сколько ты повторил. И в этом и заключается главная суть. А там еще очень важно, ты используешь физику, ты начинаешь тренировать мышцы, какие-то преодоления происходят, психологические всплески, кровь начинает гоняться. То есть твое тело очень сильно обострено, оно очень сильно во внимании находится. И в этот момент, если проговаривать очень важные и правильные вещи, то я больше чем уверен, это вшивается в клетки. И тогда появляется более замотивированное состояние, и тогда появляются новые действия, более бесстрашные какие-то реализации. Совсем недавно я смотрел фильм про баскетболиста, Адам Сэндлер снял его. Очень крутой фильм. Когда он тренировался, он ему всегда на ухо говорил что-то. Он говорил ему плохие вещи, оскорбительные, потом говорил ему мотивационные вещи. То есть это все его сшивает и пробивает его на агрессию, где-то пробивает его на какие-то новые действия, бесстрашие, какую-то смелость. Это уже очень давным-давно мы используем, но мы на самом деле этого не замечаем. И если даже использовать эти два метода в состоянии спокойствия и в состоянии очень интенсивной физической работы, когда мы будем слушать определенные правильные слова, тогда это глубинно будет прошивать наше сознание. Ты начнешь замечать, как у тебя появится брутальность, какая-то агрессивность, какое-то бесстрашие, какая-то смелость. И это все я ощущаю в своем теле. Я это все ощущаю через использование тех практик, которые делюсь сейчас с вами. Я записал 3 мотивационных видоса, которые связаны тоже с программированием человека. Я это делаю от первого лица, то есть ты слушаешь эту мотивационную речь, эту аффирмацию, я могу, у меня все получится, я преодолею. То есть не обращение от какого-то автора к тебе, а в первую очередь как будто бы это твои слова. А еще что очень важно, это не то, что ты уже имеешь, а то, что ты можешь это иметь, и у тебя обязательно это будет. Тогда, когда в аффирмациях или в мотивационных видео люди говорят о том, что у тебя уже это есть, очень сильно ослабляется желание это делать, это получить. Наш мозг, он не распознает реальность от нереального. Когда вы смотрите много видео про богатую жизнь, про какие-то шикарные места, где вы не были, на самом деле это очень сильно отбивает желание это по-настоящему иметь. Поэтому эти аффирмации, эти речи, эти мотивационные слова необходимо построить таким образом, чтобы это было обращение как бы от первого лица, и я это обязательно получу, и я обязательно туда иду, я делаю все возможное для этого. И я сделаю эти мотивационные видосы, я уже записал 3 штуки, обязательно их посмотрите. Это необходимо использовать ежедневно. Необходимо постоянно транслировать себе в голове эту мысль. То же самое, когда ты будешь включать какую-нибудь передачу, какая-нибудь реклама, которую постоянно ты видишь, Coca-Cola там и так далее. То есть эти все бренды знают уже об этом секрете, который прошивает мозги, и в какой-то момент это становится твоей информацией, что она для тебя становится родная. Это работает во многих процессах, во многих реалити-шоу, когда находятся долгое время между собой, они постепенно начинают проявлять некие чувства, какие-то эмоции, какое-то отношение к этому человеку, хотя до этого они были абсолютно чужие. В этом и заключается суть, когда ты долгое время находишься с чем-либо, информацией, музыкой, делом, людьми, это становится тобой, это становится более родным для тебя, и это необходимо использовать. Поэтому ждите от меня мотивационные видосы, мотивационные аффирмации, которые будут построены для того, чтобы использовать их в спорте перед сном или в момент после пробуждения, в самые первые секунды, когда мы все начинаем залипать в телефонах, нам необходимо использовать именно этот портал, именно эту тета-волну, которая разрешит тебе усвоить, положить на ту самую первую полочку
пропихнуть ее чуть-чуть поглубже, растолкать уже эти закостенелые ощущения, мнения о себе, мнения о своей жизни, мнения о своих целях, понимаете? Это очень сильно важно. Поэтому, если вы не смотрели еще мои мотивационные видео, мотивационные речи обязательно посмотрите, потому что именно эти речи построены не просто как мотивация, что там та-та-та, это построено правильной речью, которая будет вшивать вам в голову правильные слова, правильные убеждения, которые дадут вам разлом в матрице, которая у вас уже есть, и постепенно начнет добавляться определенные файлики, начнут создаваться новые нейронные связи, которые постепенно начнут вас двигать. Наше бессознательное 80% по моему исследованию, но вот этот чувак про тета-волны говорит о том, что мы вообще 95% находимся в бессознательном, всего 5% мы находимся в сознательном. Так вот эти 5%, заставляя себя, планируя день, проявляя самодисциплину, это очень сильно маленький процент, поэтому так важно прокачать именно те самые 80-95% бессознательным, чтобы наше тело, наши мысли автоматически нас толкали на действия, которые мы до этого не делали, или толкали на те действия, которые мы делаем, но еще регулярней, еще бесстрашней. Понимаете, намного продуктивней, чтобы все действия делались автоматизированно, вне зависимости от наших ясных, осознанных решений. Это очень звучит странно, но на самом деле это так и есть. Наши бессознательные действия дают нам самый большой результат. И вопрос, что ты делаешь в этих бессознательных действиях, куда ты идешь, куда ты стремишься, о чем ты думаешь в этом бессознательном состоянии, в этом и вопрос. И это сложно идентифицировать, поэтому необходимо это перепрошить. И это одно из самых простых действий тогда, когда ты начинаешь вливать себе в голову понятную, четкую информацию, которая начинает перенастраивать твоего аватара бессознательно, она начинает выталкивать те старые убеждения, которые передали, возможно, тебе родители, что у тебя что-то не получится, или наоборот, у тебя все получится, или у тебя и так все есть, да ты и так молодец. И эти вещи, они тоже очень сильно ослабляют аватара, то есть и в позитивном, и в негативном ключе своего предыдущего опыта можно извлечь какие-то тормоза, и вот эти тормоза необходимо снять, и это одно из самых простых, потрясающе легких действий, которые необходимо использовать ежедневно. Включить четкие, понятные слова, речи, которые будут пробуждать внутри тебя те убеждения, те мысли, которые вытолкнут тебя на достижение того, чего ты так давно желаешь, так давно желала. Поэтому так много людей говорит об окружении, поэтому так много людей говорит об этих коротких видосах, о приколах, которые мы смотрим. Это все очень сильно влияет на наш мозг. И мы не замечаем этого, что мы после похода с друзьями там куда-то приходим домой и вдруг захотели попить пиво, поесть чипсов, поесть пиццы, поиграть в PlayStation или просто поваляться, ничего не делать. Это бессознательно включает определенные программы, которые мы воспринимаем как «ну я захотел сегодня это делать». А на самом деле, если перепрошить вот именно то самое бессознательное, то «ну я захотел» будет как «я пошел туда и сделал уже то самое важное и необходимое для меня». То есть мы начнем прошивать эти структуры бессознательно, и постепенно человек начнет делать то и как бы желать, как будто бы так органично. «Ну я захотел это сделать». Начнешь делать то, что тебя приведет к результату, то, что поможет тебе достичь тех целей, которые уже так давно ждут тебя. Буквально пару дней назад я записал потрясающее мотивационное видео с таким воинственным подходом, воинственным взглядом на жизнь. Путь воина. Программируй себя, запусти это, запускай это каждый день в свою голову. Это очень сильно реструктуризирует мозг и спровоцирует твоего аватара на действия, которые ты до этого не делал. Спровоцирует те ощущения, которые ты до этого не ощущал. И вот эти ощущения, вот это внутреннее состояние мужественности, воина, воинственности, агрессии, непобедимости даст возможность получить то, что ты желаешь. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красное правление».